Мета признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. GTA Vice City VR мод неожиданно и чисто случайно наткнулся на эту модификацию, которая к тому же не ПК VR, а автономная, то есть не требующая для игры ни ПК, ни КВ. Сейчас разберем, как ее установить, подсветим плюсы и минусы, мод меню, ну и все такое прочее. Для ее установки ПК нам все же понадобится. Итак, нам будут нужны APK файл, копия игры, программа SideQuest и сам шлем. В данном случае Quest 3 подключена к ПК для передачи файлов. В моем ТГ уже есть все необходимые файлы в одном архиве, кроме SideQuest. И да, все файлы, что я кидаю в телегу, проверены мной лично, но скачаны они с просторов интернета, так что все установки на свой страх и риск. Первым делом подключаем шлем к ПК и открываем SideQuest. Для новичков, чтобы SideQuest увидел шлем, необходимо в своем мета-аккаунте зарегаться как разработчик и активировать режим этого самого разработчика в мобильном приложении Meta. После этого при подключении шлема к ПК в самом шлеме необходимо разрешить отладку по USB. Все это легко гуглится, так что на этом не задерживаемся. Как заходим в SideQuest, нажимаем сюда. Перетаскиваем APK файл и ждем, пока он установится. Готово. Подключаем шлем от ПК и запускаем это типа приложения из неизвестных источников, чтобы создались необходимые папки. В само приложение зайти не получится, оно просто вас выкинет. Это нормально и этого достаточно. Подключаем квест обратно к ПК, идем по этому пути и копируем файлы из архива вот в эту папку. У меня случился затык и файлы копировались не все, так что лучше проверь, все ли на месте после того, как SideQuest завершит работу. Причину такого поведения я не нашел, поэтому мне пришлось копировать файлы порциями, чтобы сильно большой объем за раз не копировался. Иногда программа отказывалась вообще что-то копировать и приходилось ее перезапускать. В общем, даже если вы столкнетесь с подобным, то все решаемо. После того, как все файлы оказались на месте, отключаем шлем и в тех же неизвестных источниках запускаем уже игру. И нас встречает вроде как польский язык. Нажимаем сюда и меняем на английский, ну или какой удобнее. Не сомневаюсь, что если перед тем, как закидывать файлы игры в шлем, установить русификатор, то это сработает. И будет не только русский текст, но и озвучка. Но делать я это, конечно же, не стал. И вообще, после выхода из игры настройка языка сбрасывается и снова здравствуй курва. Пока что мне приходится его менять при каждом заходе в игру. И в целом норм, но перемещение по меню мне здесь напомнило перемещение в меню 7-го Резидента, где указатель скачет как проклятый с дикой чувствительностью стиков. Здесь, конечно, не так, но все равно небольшая доля этого эффекта имеется. Сохранения при выходе из игры не сбрасываются, и на том спасибо. Запускаем игру. Заставки на месте, и нам передают управление Томми. И вот ты снова в беззаботном 2004-м, но уже в VR и Vice City у тебя буквально перед носом. На первый взгляд круто, в целом удобно и не укачивает прямо из коробки, но не все так просто, конечно же. Автор мода любезно предоставил нам мод-меню со встроенными читами. Чтобы его активировать, нужно одновременно зажать оба гриппа, оба триггера и оба стика. God мод, Nutter Tools, ну и далее по листочку. Так вот, после чита на оружие управление персонажем левым стиком становится каким-то кривым, будто его какая-то пушка начинает перевешивать и он слегка заваливается в сторону. Отдельный момент — это прицеливание. Из некоторых видов оружия при зумировании управление переключается на головное, что слегка может способствовать укачиванию. Но и пропадает центральная точка, так что целишься наугад. Это первое. Второе — тачки. Перемещение на транспорте тут реализовано отлично. Прям действительно приятно кататься. И стрельба из машины на месте, и трюки себе делает от первого лица, но и тут без ложки дегтя не обошлось. В момент поворота головы, находясь в машине, если смотреть на руль, ну или в целом в салон, то очень заметен небольшой эффект рыбьего глаза, что опять же бьет по твоей вестибулярке. Полеты на машинах, как ни странно, не укачивают вообще. Вертолет я не раздобыл, а читы под рукой, так что машины просто обязаны были летать. А теперь давайте пройдемся по действительно критичным моментам, по крайней мере для меня. Так как я человек достаточно старый, то вывозить подобные кульбиты моя вестибулярка не в состоянии. И смерть главного героя, кстати, тоже. Если есть какая-то настройка, позволяющая сгладить этот момент, то добро пожаловать в комменты. Но это не самое страшное. Если кто-то все еще не заметил, то город здесь пустой. А если еще включить туманную погоду, то это уже какая-то пародия на Silent Hill. Думаю, многие любят игры Rockstar в первую очередь за действительно живые проработанные миры, даже если они из 2004-го. А здесь мир, не живой. NPC очень мало, машин очень мало, город не дышит, и все как будто картонная декорация по мотивам Vice City. Так что если кто-то найдет ползунок, увеличивающий количество людей и машин, то это будет отличная новость. И да, я понимаю, что это может быть ограничение мода, либо железа, либо еще что-нибудь. Вообще хер ли я докопался, это вообще альфа-билд, отстань. И тут уж не поспоришь, но факт остается фактом. Если в релизной версии будет с городом все окей, то лучше, конечно, подождать ее во имя, так сказать, лучшего игрового опыта. Если тебя и сейчас все устраивает, то никто тебя не остановит от ознакомления. Попробовать одну из лучших игр своего детства в VR — это прекрасное ощущение. Огромное спасибо мододелам, огромное спасибо тебе, что досмотрел до конца. Лайк, коммент, подписка, телега. Пока!